Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами разберем песню Олимпика, или по-другому Огнепетра. Если кто знает, почему два названия, и это ли это может быть одно название, используют по-разному, напишите мне в комментарии. Ну и прежде чем начать разбор, я хочу сказать, насколько сильно поменялась моя жизнь за эти последние 10 дней. И поменялась она в первую очередь благодаря тому, что в моей жизни стали появляться люди совершенно необычные. Все вы, в том числе люди, которые очень большие специалисты в своих областях, врачи, музыканты, ученые. Ну, в общем, я на самом деле так благодарен, что вы появились в моей жизни, и вы вносите уже свой вклад, свою лепту в меня, очень сильно мне помогаете. Да вообще все вы, кто пишет комментарии, кто меня смотрит, кто разделяет со мной мои мысли. Поверьте мне это очень важно, и мне это реально помогает, и меня это поддерживает. Поэтому большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы будем с вами общаться долго и долго. И будем вместе, конечно же, к чему нас и призывает Димаш, объединяться. Ну что, давайте приступим к разбору песни. Это одна из моих самых любимых его песен. Это песня, которая заходит совершенно в любое мое состояние. То есть в каком бы я состоянии не был, я включаю эту песню, и она наполняет меня силой, таким мощнейшим жизненным зарядом. Но давайте не будем забегать вперед, давайте, как мы уже привыкли это делать, сначала посмотрим всю композицию. Автор музыки Игорь Крутой, автор песен, по-моему, Виноградова, если я вдруг ошибаюсь, вы меня поправьте. Выбрал я видео, соответственно, с официального сайта Димаша Кудайбергена. Это открытие WorldSkill 2019 года в Казани. Чуть скажу попозже, почему именно это видео я выбрал, потому что для меня оно в нем очень много символизма, очень много таких скрытых тонкостей, которые я люблю, в них копаться, находить какой-то смысл. Опять же, еще раз говорю, что это лично мое мнение. И песня Димаша на каждого производит совершенно разное впечатление, и оно у вас может быть другое, и это совершенно нормально. Итак, смотрим. Per amor, siamo qui
Аплодисменты! Да, ребята, ну вот понятно, что не эффект первой реакции, да, когда ты первый раз слышишь эту песню, но все равно каждый раз она тебя продирает вот прям вот от пяток до кончика волос на голове. Ну что, давайте разберем. На самом деле, ну, по крайней мере, я вижу в том числе очень сильный смысл в этой песне, очень сильный посыл. Для меня эта песня пробуждения, это песня будильник, что пора вставать, пора нам, ребята, сбросить с себя вот этот груз оцепенения, какого-то наваждения, что мы на самом деле все очень сильные, и мы все достойны намного большего. То есть, ну, для меня это пробуждение, эта песня совершенно очевидна. И хочется отметить мощнейшую композицию Игоря Яковлевича Крутого. Это просто такой прорыв, я считаю, для него, потому что он, конечно, он талантливый, он написал очень много композиций, песен. Извините, я выключу сейчас звук у телефона, потому что, как я вам говорил, я не пишу несколько дублей, вот с одного дубля всегда пишу, как есть, так есть. Насколько он поднялся сам на новый уровень, я говорю сейчас про Игоря Яковлевича, и, конечно же, он в лице Димаша сейчас проживает свою вторую жизнь, свое второе такое рождение в духовном плане и в плане творчества музыкальном, потому что ну, у него очень много, конечно, таких попсовых совершенно раньше было композиций, а вот это уже что-то такое совершенно другое. И здесь, конечно, надо ему поаплодировать. Очень мощная композиция. Просто, ну, вот такая прям сбалансированная, гармоничная. Я прекрасно понимаю, откуда он берет эти силы, откуда он их черпает. Димаш с ним, я думаю, от чистого сердца делится той мощью, той энергией. И этот тандем, конечно, восхищает. Теперь хочу перейти непосредственно к оформлению, потому что для меня это очень интересно, как оформлена эта сцена. Ну, смотрите, во-первых, да, то есть мы видим сразу несколько геометрических фигур, причем это круг, который непосредственно окружает, два круга, на котором стоит сам Димаш, и круг, на котором стоит хор, и пирамида. То есть это такие фундаментальные фигуры во Вселенной. И если вы обратите внимание, мы видим пирамиду перевернутую. То есть, а мы уже как бы знаем там, да, по египетским пирамидам, там, пирамидам майя, и уже как бы это все доказали, что любая пирамида, которая направлена в космос своей вершиной и опирается на Землю, это энергоприемник очень мощный. Это такой механизм принятия как бы мощной космической энергии. Здесь мы видим перевернутую пирамиду. То есть о чем это мне говорит? Ну, мы видим, что в центре стоит Димаш, и, соответственно, вершина пирамиды находится у его основания. То есть, по большому счету, это такой мощный ретранслятор энергии, который идет от Димаша и идет направленный уже на всех нас. То есть перевернутая пирамида. То есть вершина принимает энергию и потом ее раздает. Ну вот я как бы это вижу так. Второе, это непосредственно круг, на котором стоит сам хор. Но для меня это ассоциация нашей Земли и всего человечества. То есть хор это олицетворяет все человечество. И круг это, ну, наша Земля. Другие пирамиды, вы посмотрите, которые стоят как бы на Земле, ну, совершенно очевидно, что это какие-то, как будто, ну, вот как любой фантастический фильм, вспоминаете, какие-то порталы просто-напросто, да, из которых вот идет эта энергия куда-то в какой-то другой мир. То есть вот они, эти порталы на Земле стали появляться. Дальше давайте смотрим. Теперь обратите внимание, что люди крутятся в одну сторону против часовой стрелки, Димаш на своем круге будет крутиться по часовой стрелке. Это тоже такой символизм, на самом деле, очень сильный для меня, потому что высокие вибрации, высокие энергии, они как бы, у них движение по часовой стрелке, а движение против часовой стрелки считается как бы, ну, низкими вибрациями. И здесь как раз вот эта вот аналогия, что
Земля наша погрязла в этих низких вибрациях, и мы вращаемся в другую сторону, а Димаш вращается по часовой стрелке. И это также символизирует то, что две силы во Вселенной, добро и зло, высокие вибрации, низкие вибрации, это тоже как бы, ну, символизм на самом деле для меня. Давайте слушаем дальше. То есть, ну вот, даже говорю, вот первый взгляд на картинку меня уже очень сильно воодушевляет. Вот они, эти порталы, сбоку вот эти вот порталы стоят, вот на самой Земле вот эти вот пирамидообразные порталы с такой излучающейся энергией, как переход в другой мир. И как обычно Димаш начинает таким низким голосом, то есть он постепенно будет нас поднимать выше и выше, но вот это я заметил в его выступлениях практически всегда. Он либо начинает очень тихо шепотом, но опять же низко брать, и потом постепенно нас подхватывает вместе с собой и пуляет уже туда на самые верха. Ну и текст, конечно же, просто каждый камень и каждый цветок. Слушаем дальше. Наша Земля создана для любви. Ну, то есть он говорит о том, что абсолютно все в этом мире пронизано вселенской энергией, любовью. То есть то, что я говорил на предыдущем прямом эфире, что даже в камне есть душа, даже в цветке есть душа. То есть частица Бога есть везде, в каждом абсолютно. Все, что мы видим и все, что мы не видим, все насыщает Божьей искрой. Ну и что наша Земля создана для любви, то, про что мы забыли. И пока пребываем в каком-то хаосе и уничтожении друг друга, и не только друг друга, но и нашу матушку Землю. Но мы ее дети, конечно. Вот это вот очень красивые слова, они меня прям так трогают, поэты и герои. То есть говорит о том, что абсолютно любой человек, какого бы он сословия не был, да, к какой бы касте он ни относился, касте поэтов, там, творцов, или касте героев, воинов, мы все дети Земли, мы все единое целое. Жизнь начинается и продолжается, и это не остановить. То есть это опять же то посыл, что я говорил на прямом эфире, что это процесс гармонии, процесс борьбы добра и зла, он бесконечен, и так устроена Вселенная. То есть куда-то высокие вибрации в одном месте уходят, низкие вибрации в другое, какая-то планета низковибрационная, какая-то высоковибрационная. Есть где-то там миры, где существуют уже очень высокочастотные сущности, которые, ну, может быть, являются нашими ангелохранителями, которые вот спускаются нам на землю в образе там пророков, святых. Вот в данном случае Димаш. Опять смотрите, нажал на паузу, и мы видим совершенно, ну, во-первых, мы видим человека, которому, ну, точно не 26 лет. Вот вы посмотрите, и посмотрите на любого другого юношу, который поет песни, или просто на любого другого юношу, которому 25-26 лет. Вы посмотрите, насколько глубокие у него глаза, насколько полно в нем мудрости вот этой жизненной. Ну вот это уже, то есть это его душа дает отпечаток на его лицо. Во все его жесты, во все его движения мы чувствуем вот эту мощь, которая в нем заложена. И говорю, он никогда не выглядит глупо. Вот когда бы вы паузу не нажали, нажмите сейчас на мне паузу, и вы поймаете момент, когда я буду выглядеть глупо, как любой другой человек. Он всегда выглядит идеально. И не перестаю говорить о том, что Димаш не артист. Он не играет свою роль, как любой другой артист на сцене. Кто бы что ни говорил, что типа понятно, что он очень много работает, понятно, что он должен совершенствоваться в этом даре, который его наделил Бог. Но он настолько искренен в своих песнях, что он их пропускает через себя, через свою мощь и выдает нам. И именно поэтому мы видим искренность в его выступлениях, в каждом его движении, в его глазах, в его словах. То есть это не игра, это он сам. Ну и вот
пошло. Знаешь, ты сильный, ибо не бойся, не бойтесь. То есть это посыл нам, ребята, все. Вы там не моль, вы не челядь какая-то, да. Каждый из вас это Божья искра, каждый из вас способен на очень многое. И не надо ничего бояться, вставайте. Вы сильнее своих бед. Здесь небольшое отступление хочу сделать, очень мощный такой посыл. Он говорит о том, что какие беды бы на ваши плечи не свалились, какие бы вы трудности в жизни не испытывали, поверьте мне, вы все это готовы преодолеть, потому что каждый из нас получает ту ношу, которую способен выдержать. И если вдруг вам кажется, что мир к вам несправедлив, если вдруг вы думаете, что вы чем-то обделены, и что кому-то легче, а вот вам тяжелее, и почему на вас свалилась такая ноша, и вы корите судьбу, или вы там, не дай бог, там в адрес Бога, там, да, говорите какие-то там слова отчаяния, что за что мне все это. Поверьте мне, это вам по плечу. И если на вас свалился груз тяжелее, чем кому-либо рядом с вами, это значит, вы сильнее. Это значит, ваша душа сильнее. Вы должны об этом помнить. И если вы оказались в какой-то очень серьезной беде, в которой обычно люди не оказываются, это лишь говорит о том, что вы потенциально очень сильная душа. И это значит, это испытание вам дано не просто так, и вам надо его пройти. И, конечно же, тут нельзя забывать, что тогда, когда мы оступаемся с вами, когда мы это испытание не проходим, мы это все пишем на свою карму. И потом, в последующих реинкарнациях или в этой же жизни, нам это испытание придет, но уже в более тяжелой форме. И так до тех пор, пока мы это не поймем. И если мы с вами осознаем свои ошибки в этой текущей жизни, мы искупаем как бы свою вину, и нам ничего не пишется на нашу карму. У нас наступает просветление, подъем. А вот если мы прожили свою жизнь, наделали кучу ошибок, ничего не поняли, то, к сожалению, в нашей следующей жизни мы получим уже какие-то кармические узлы, которые нам придется расхлебывать в виде там проблем со здоровьем там, и так далее, и так далее. То есть спешите искупить свои грехи вот сейчас в текущей жизни, не переносите их на другую реинкарнацию. Вот это очень важно на самом деле. Скорость обильного сердца, дотянись до этого, прими это. То есть, первое впечатление, что-то бред какой-то, да, не связанное абсолютно. Причем тут скорость сердца, дотянись до чего, прими это. Но на самом деле стоит прям чуть-чуть задуматься и понять, что на самом деле он говорит о том, что наше сердце, наша душа имеет такую мощь, скорость передачи данных, скорость приема информации, что мы можем вот в одночасье взять и дотянуться до Бога. Вот каждый из нас просто может взять и дотянуться до Бога и притронуться к Нему. Так же, как Димаш притрагивается к нам своей энергетикой, своей мощью. Он это делает не при помощи слов, он это делает при помощи своей ауры, своей энергетики, той вибрации, которую он дает при помощи музыки, при помощи своего уникального инструмента, которого его наделил Бог. Все, иди и не останавливайся на полпути. Каждый способен преодолеть свои трудности, какие они бы ни были. Чем они тяжелее, тем радостнее вам должно быть на душе. Это значит, что на вас возложена более серьезная миссия, значит, на вас возложена более серьезная ответственность, значит, ваша душа сильнее. И вы должны, вы знаете, как японские самураи, они приветствуют смерть, когда они идут на поединок, они приветствуют ее, то есть они готовы на это испытание. То есть вот так мы должны с вами, как самураи, брать эти планки наших препятствий, наших трудностей. Братство и свобода. Тут даже переводить ничего не надо.
братство во вселенском масштабе, братство в планетарном масштабе. Мы сейчас настолько с вами раздроблены, настолько, и это сознательно делается, это сознательно нас разделяется. Они, сильные мира сего, кто питается низкими вибрациями, они боятся нашего объединения. Потому что одна душа – это маленький лучик света, две души – это уже луч в 5 раз сильнее, не в 2 раза, там, а в 5 раз сильнее. А луч, поток света там, от сотни душ – это уже тысячекратное увеличение. Что говорит о том, если мы с вами все в унисон объединимся всей планетой, да, тут просто черти все разбегутся с этой планеты, как хвост поджав. То есть, вот примерно такая как бы ассоциация. И то, что делает Димаш, то, что нас объединяет вот в это братство Дирс, это как раз путь к этому братству, чтобы мы с вами светили мощнее, не каждый поодиночке, а светили таким мощным лучом, который будет пробивать туда, во Вселенную. Этот мир действительно хочет тебя. То есть это тоже очень на самом деле мудрая фраза. Ведь есть на самом деле, не то что поговорка о мудрости, и во многих религиях она тоже присутствует, которая гласит: если хочешь изменить этот мир, начни с себя. На самом деле очень важно не пытаться кого-то корить, не пытаться кого-то критиковать, да они такие-сякие. Начните с себя, потому что на самом деле это как эффект бабочки. Бабочка взлетела, махнула крыльями, а на другом конце планеты начался ураган. То же самое здесь. Начните с себя, очистите свои помыслы, очистите свои мысли, зарядитесь этим позитивом, несите это в пространство. Вот все зависит от того, какую энергию мы выбрасываем в пространство. То на самом деле нам и возвращается. И именно какую энергию мы выбрасываем в пространство, то так пространство и формируется. И если каждый из нас будет выбрасывать более позитивные мысли в это пространство, более чистую энергию, а еще лучше любовь, потому что любовь — это самая сильная космическая сила, самая мощная, созидающая, то этот мир начнет меняться. Начнутся меняться ваши близкие начнут менять своих близких. И поверьте мне, это тем более при помощи вот таких людей, как Димаш, таких ярких душ, которые спускаются очень редко на нашу планету. Это сделать намного проще сейчас, чем без них. Поэтому хочу, чтобы меня услышали и Димаша услышали, что он имеет в виду под... опять же, это мое понимание. Может быть, вы по-другому это понимаете. Я, кстати, всегда жду комментарии. Я по-прежнему читаю все ваши комментарии, даже самые длинные. И пишите ваше восприятие этой песни, конечно же. Иди, будь собой для всех нас. Здесь тоже все очень просто, что, во-первых, надо быть собой, надо быть искренним, не надо что-то пытаться из себя изображать. Ваша натуральность очень быстро начнет открывать вашу душу, ваше сердце, ваши чакры. Как только мы пытаемся кому-то подражать, или как только мы пытаемся быть кем-то другим, чем мы есть, все, это путь в никуда. Это есть просто какая-то внешняя оболочка, но внутри пустота. То есть у нас очень быстро энергетические потоки закрываются. Поэтому первое, что нам надо сделать, это начать быть самими собой. То есть подружиться с самим собой, не пытаться быть кем-то другим или кого-то пародировать. Да, каждый из нас может сделать все, что захочет. Вот. Совершенно очевидно. Вплоть до чудес. Каждая фраза просто шедевр. Всегда иди вперед, насколько можешь. То есть, вот сколько можешь впереть, столько иди, потому что все в твоих руках. И если ты можешь сделать еще один шаг, значит, ты просто прибавляешь себе эту мудрость, прибавляешь силу своей душе. То есть, нельзя останавливаться ни в коем случае. А мы очень часто достигаем
какой-то цели и успокаиваемся. Да, понятно, надо иногда передохнуть, перевести дух, да, перед новыми какими-то там свершениями, но надолго останавливаться нельзя, это точно. Тем более в нашем мире, когда мы находимся уже на такой очень тонкой грани, когда очень зыбкий мир наш, и он в любой момент может просто исчезнуть на самом деле. Вот же откуда оказываются эти слова, которые я на прямом эфире, помните, говорил, и думаю, с какой же это песни? Это же, оказывается, с Олимпики, с Огнепетра. Путешествуй, давайте я сейчас чуть-чуть перемотаю, да, путешествуйте по миру, даже если иногда это заставляет тебя плакать. То есть, как бы вот если на эту фразу взглянуть так вот, в прямом смысле, что-то непонятно, да, то есть, что значит путешествовать, даже если заставляет тебя плакать. Но здесь он говорит нам о том, что это путешествие не по миру земному, это путешествие в другие пространства, в другие миры, в космос. И не бойтесь, если для этого нужно заплакать. Вот то, что он с нами делает, когда он настолько проникает в нас глубоко, и если мы в этот момент ему открыты, и если в этот момент у нас сознание чистое, все, у нас начинается очищение, и мы улетаем вместе с ним в эти миры. Я думаю, это каждый из вас испытал, здесь даже не надо мне ничего рассказывать. И очень часто, если кто-то рыдать прям начинает, да, потому что пробивает человека, настолько у него эти пробки были энергетические, у кого-то просто слезы на глазах наворачиваются, там мурашки, но это вот путешествие в другие миры, можно так сказать. И не надо бояться плакать на самом деле, это наше естественное состояние, мы очищаемся через это. Потому что вспомните, что я говорил про воду. То есть мы через слезы очищаемся. Только любовь и ответ на вопрос «почему?». Душа причина, это не оставит вас. То есть в каждом из нас есть искра Божья. Абсолютно какой бы мы человек не были, да, там грешник, не грешник, какого бы вероисповедания. У каждого есть эта сила внутри. Просто мы забываем про нее. Нас искусственно топят в болоте. Но мне кажется, сейчас прям идет рассвет, наступает рассвет. Это очень радостно, душа радуется. И он постоянно говорит, что не надо бояться. И я также, ребята, призываю вас, те, кто боится, кто испытывает какой-то страх, что не надо лишний раз про него говорить или еще что-то. Ребята, страх очень низкие вибрации, но нельзя бояться. Наоборот, давайте ему силу, наоборот, говорите о нем, наоборот, поддерживайте его этой энергией, потому что каждый раз, когда вы о нем думаете, когда вы говорите, вы его поддерживаете. Обязательно я сделаю отдельный ролик, касающийся эгрегора, поддержки, а может быть на прямом эфире мы об этом поговорим. И, кстати, идет голосование сейчас на моем канале в разделе сообщества. Я сейчас там сделал голосовалку, какой лучше всего день. Есть такое предложение, и в том числе оно от вас поступило, делать прямые эфиры, какой я сделал вот пару дней назад, и всем вроде как он понравился, и очень долго публика удерживалась, 2,5 часа мы с вами беседовали, не могли долго расстаться. Более 300 человек, это, вы представьте, 300 человек, 360 человек там было на пике, это же очень большая мощь, на самом деле, 360 человек. Поэтому давайте делать прямые эфиры, и на самом деле они еще ближе, чем вот просто запись, хотя я вас уверяю, я делаю запись с одного дубля, я ничего не монтирую, ничего не режу, как получилось, так получилось, выкладываю как есть, потому что это я натуральный.
И прямой эфир — это как раз доказательство того, что тут невозможно что-то смонтировать, сделать красивый кадр, да, встать в красивую позу и так далее. Поэтому прямые эфиры — это еще более близкое общение. Не просто так я это назвал, разговор по душам. Поэтому голосуйте, давайте выберем день. После того, как мы выберем день, мы выберем время, в какое нам будет удобно. И обязательно я подстроюсь под большинство. Именно в этот день и в это время мы будем с вами собираться. И я надеюсь, что нас будет все больше и больше, потому что когда мы с вами находимся все вместе, мы с вами на одной частоте, и мы сильнее сами становимся. И нам можно открыться друг другу, можно поговорить открыто, а мы на самом деле все поэтому соскучились по вот этому открытому общению. Порой нам не с кем поделиться, ваши близкие могут не разделять ваши отношения там, к творчеству Димаша и так далее. Поэтому будем собираться в прямых эфирах. Вы сильнее своих бед. О чем я говорю? Вот какая бы беда на ваши плечи не свалилась, это значит, вы в состоянии ее преодолеть. По-другому никак. То есть так устроена Вселенная, так устроен этот мир. Что бы на нас не упало, это значит, мы это способны преодолеть. И вы всегда должны об этом думать и никогда не должны об этом забывать. Это лишь говорит о том, что вы намного сильнее, чем окружающие вас люди, если на вас свалилась такая беда. И заметьте, огонь, огонь, огонь. Вот практически на всех его выступлениях присутствует огонь. Это символизирует его ауру, насколько она у него мощная. Какие мощные барабаны здесь, да, какой они ритм дают. То есть вот эта песня, она прям вот насыщает нас такой, вот такая, знаете, правильная вторая, третья чакра, да, не сексуальная, а вот такая мощная. То есть это вот он прям такую мощную земную нам энергию дает, и потом ее поднимает вот куда-то сюда уже в области, ну не знаю, даже может быть там третьего глаза, потому что это такой посыл: просыпайтесь, ребята, просыпайтесь, а это уже вот это уже где-то здесь, вот на этих уровнях, что открывайте истинные глаза, смотрите на этот мир более широко, чем вы привыкли смотреть, потому что вас загнали в свое время в какие-то шаблоны, в какие-то рамки. Порталы, ну вы видите, ну прям портал, вот так хочется туда прям раз, да, и шагнуть. Что он творит вообще? Я просто балдею. Как он, какой у него совершенный инструмент ему дал Бог, для этого, чтобы с нами разговаривать. Потрясающе. Вы посмотрите на этих людей, ведь они все сейчас находятся в его ауре. Вы посмотрите, они сами со светлыми лицами стоят. Это вот, ну, посмотрите, вот, ну, посмотрите на любое лицо, вот, осветленное лицо. Потому что они находятся рядом с таким человеком, который наделен такой мощью. И касается любого человека. Вот, девушка, вот она прям, ну, из нее прям, видите, прет вот эта энергия, любовь, вот она прям улыбается, не может даже сдержать свою улыбку. Хотя вроде как ей надо быть там собранной и петь, все-таки хор, оперное пение.
Ух, какой мощный заряд, да, ребят? Это вот прям, если вдруг вы чуть сникли, если вдруг что-то там у вас это, вот прям включаете эту песню и просто попрете как паровоз вообще, как танк, подтянете все свои проблемы, быстро их сбросите с плеч. Мощнейшая композиция, мощнейшая. И аплодирую Игорю Яковлевичу за такое мощное вообще. Прям он растет тоже, он растет. Хотя уже куда ему расти, такая как бы, да, легенда. А, ну что, я получил заряд мощной энергии, надеюсь, вы тоже. И, кстати говоря, сегодня я начал обливаться холодной водой. И я это сделал под эту песню, потому что раньше когда-то я обливался, и мне это было легко, но вот я говорю, последние годы как-то я много что подзабыл, чего знал. И один из вас, дорогие мои, мне в этом очень сильно сейчас помогает. Это Юрий Серов, просто супер доктор, который сейчас живет в Испании. Юра, тебе еще разочек от души большое спасибо, то, что ты сейчас занялся моим здоровьем. Здоровье действительно надо поправлять, и, честно говоря, даже вот сейчас после прямого эфира я очень долго восстанавливался, потому что это отнимает у меня гораздо больше сил, чем я думал. И реально сейчас вот благодаря Юрию, я думаю, он взялся за меня очень серьезно. Я думаю, что сейчас все будет нормально, я буду набираться сил, и в том числе благодаря вам, вашей поддержке. На самом деле очень много из вас мне пишут очень ценных советов, и я все их воспринимаю, и вас благодарю за это. И вот сегодня, когда я встал в ванну и взял в руки этот тазик с водой, ледяной воды, и я думал, что будет тяжело, я думал, что будет борьба с самим собой, как на себя это опрокинуть, да. Хотя раньше это делал легко, раньше это делал на улице, раньше я нырял в прорубь легко, в любой мороз. Но видите, как жизнь идет по-разному. Но я включил эту песню и сделал это легко вообще, вот просто легко. Такое вот столько силы на самом деле дает этот человек, мне, по крайней мере, не знаю, как вам. Я сделал это легко и, конечно же, почувствовал мощнейший заряд от этой процедуры. Если вдруг вы это никогда не делали, попробуйте, это на самом деле очень полезно. Ну, в общем, еще раз, ребята, вам большое спасибо. Это был обзор песни «Олимпика» или «Огни Петра». Скажите, почему два названия. Ну и до новых встреч. Всем мир, всем любви, всех обнимаю.